Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это внедрение и распространение моего учения о спасении и гармоничном развитии. И метод называется, по распространению и внедрению моего учения о спасении и гармоничном развитии, метод взаимодействия с душой Создателя. Перед тем, как уже раскрывать эту тему, я рассмотрю истекшие события, которые произошли за истекший месяц. И хотел бы сразу рассмотреть то, что произошло с шаттлом, когда он сгорел там в верхних слоях атмосферы, и рассмотреть прогноз, который я давал в январском выпуске газеты «Вариант управления и прогноз». Там было указано, что в специальном управлении я говорил о том, что необходимо сконцентрировать коллективное сознание в районе севера Южной Америки, и при этом указывалась дата, которая была из 4 февраля 2003 года. Но, как я говорил ранее, по технологии именно развития сознания по управляющей оси в уровень управления, то есть в уровень, например, января, то здесь нужно просто делать минус. То есть 2003 2 плюс 3 это будет 5, 5 минус 4 получается единица. То есть число там было указано. Второе, то, что касается непосредственно технологии работы с коллективным сознанием. Если рассмотреть, предположим, то, что уже потом показывалось по телевидению, например, концентрированные лучи, идущие, например, в слоях атмосферы, то в прогнозе конкретно указывалось, что нужно именно расконцентрировать эти лучи. То есть, если рассматривать восприятие человека, например, как уровень воспринимающий, ну, в том числе то, что показывается по телевизору, то здесь можно было использовать технологию, которая касается расконцентрации. Учитывая, что управление все-таки по этому уровню осуществлялось, и здесь, так как было указано, в том числе необходимо работать в верхних слоях, уже в слоях атмосферы, при наличии именно сигнала из внешнего пространства, смотреть по траектории движения, то в принципе там было указано как раз траектория, идущая от указанного созвездия. Поэтому, если мы рассмотрим, как происходила работа, то работа по управляющему контексту, которая проходила вот по этому прогнозу, и работали те люди, которые этот прогноз читали, то там было два варианта. Если возгорание проходит, например, в верхних слоях атмосферы, то мелкие осколки там падают, да, на Землю. Второй вариант, когда ниже происходит возгорание, тогда там как раз находились достаточно объемные объекты, в том числе с вредными достаточно экологическими вариантами выброса, и, в общем-то, там, конечно, разрушения могли быть больше. Если говорить об отработке прогноза, как бы в плане максимальной, что ли, системы, как бы с худшей стороны, то, в принципе, конечно, минимизация – это когда верхний слой атмосферы. Возникает вопрос, почему, например, конкретная информация, да, не используется в плане доводки до конкретных там ведомств и не используется все-таки элемент фиксации информации, потому что здесь все-таки, как я всегда говорил, основное не зафиксировать отрицательный статус. Другой вопрос, что если существуют ведомства, которые не имеют строгих договорных отношений, то они все равно не реагируют на конкретную информацию. Поэтому здесь получается, что основной упор в управлении, вот в предотвращении именно катастроф даже локального типа, все-таки это относится именно к катастрофе локального типа, все равно упор делается на конкретных людей, которые, не фиксируя все-таки информацию, умеют предотвращать в том числе и локальные катастрофы. Так что по истекшей, скажем так, ситуации, связанной с шаттлом, все-таки управление было применено, есть элементы минимизации, в том числе там было указано, что могут быть поражения кожи там, и так далее, ну то, что касается обломков уже, которые упали. И в принципе, все-таки я считаю, что в любом уровне все равно можно не фиксировать по возможности отрицательный прогноз. Если есть выход прямой, предложим так, с конкретным учреждением, то тогда можно фиксировать. Но, например, конкретного договора в данном случае не было, например, с НАСА. И поэтому нам удалось использовать только то, что, вот, ну, в общем-то, удалось использовать в управлении именно через оптический процесс. Тем не менее, я считаю, так как у прогноза, если бы возгорание было ниже, то последствия могли быть существенно хуже и касались бы миллионов людей.
Так что вот, скажем, после того, как я уже провел вот этот анализ истекший по управлению, я перехожу уже непосредственно к тому, каким образом работать именно по методу взаимодействия с душой Создателя. Или взаимодействия в качестве того уровня, когда вы рассматриваете душу Создателя как и душу человека, который создает рядом с вами, так и с душой Создателя единого Бога. То есть имеется в виду здесь постулат, который рассматривает такой уровень, что я постулирую здесь, что так как мы рассматриваем позицию, и это действительно так, что человек создан по образу и подобию Бога, то, следовательно, естественно, тогда можно сказать, что у Бога есть душа, имеющая такие же характеристики, как у человека. И когда мы взаимодействуем с душой Создателя Бога, то тогда мы рассматриваем фактически уровень обратный, то есть уровень движения от конкретного человека к душе Создателя, то есть душе, например, единого Бога. Но можно рассматривать сразу же одновременно уровень, когда Создатель — это есть тот человек, который создает управление. Поэтому здесь, по моему именно учению о спасении и гармоничном развитии, следует рассматривать фактически объединенную характеристику. То есть когда мы рассматриваем как взаимодействие с душой Создателя Бога, единого Бога, также и взаимодействие с душой каждого создающего реальность. То есть каждого управленца, кто, например, в этом зале, или кто будет в дальнейшем делать управление. И поэтому, исходя из этой технологии, если, предположим, рассмотреть тот же вот случай, который произошел с шаттлом, то ведь от действия Создателя, там, где есть присутствие Создателя в каждом уровне и есть следствие, то есть Создатель создает следствие какого-то действия, то вот эти оптические лучи — это следствие вообще того, что шаттл, например, разрушился. Поэтому, когда мы хотим их расконструировать, то мы, вообще говоря, можем работать с причиной, то есть с душой Создателя, организующего более раннюю структуру в событии. И когда, например, мы рассматриваем процесс такой, что Создатель, он всегда создает только позитивные структуры развития, там не заложено, например, структуры, предположим, катастроф, то отсутствие, например, знаний о конкретном событии, это и есть то, что приводит к тому, что событие может быть негативным. Поэтому здесь вот понятие знания, понятие точного знания о конкретном событии и как вообще это событие нормировать, это и есть структура развития вашей души, лично вашей души. То есть вот лично ваша душа, она именно в том, что вы знаете точно в этом времени, например, в этой точке, что происходит. Когда вы рассматриваете именно развитие, то видно, что взаимодействие с душой Создателя, единого Бога, например, состоит в том, что вы работаете с событием. То есть вот то событие, которое построил Создатель, вот активная работа с этим событием, это и есть взаимодействие в первом восприятии, в первом уровне восприятия. По глубокому уровню, когда вы хотите видеть задачи и, вообще говоря, действия души Создателя, единого Бога, вы можете вообще перейти на обычный оптический принцип. И если рассмотреть, например, поток света, идущего к вам, например, если вот человек читает молитву и он видит свет, то следующий уровень молитвы — это как бы предсвет, то есть более быстрое узнавание следующего как бы пакета света. И поэтому, когда вы работаете с событием, здесь можно выделить свет, который вы воспринимаете в качестве, например, первичного уровня на вашем восприятии, а как вы здесь уже видите, мы переходим к следующему уровню в семинарах, касающемуся того, что мы рассматриваем уже уровень работы, уровень взаимодействия с душой Создателя единого Бога. Время как с душой Создателя, действующего от уровня человека, мы проходили в плане коллективного взаимодействия. И любое коллективное действие — это и есть взаимодействие с душой и с душами тех, кто создает. Поэтому, когда мы рассматриваем именно преддействие, там, где, вообще говоря, не существует понятия временного аспекта, то есть там нет восприятия с точки зрения времени. И когда мы уже переходим к этому восприятию, к этому уровню, то речь идет о следующем уровне управления, на самом деле, который сразу же говорит о том, что можно всего лишь навсего, технологически более проще, видя, как действует Создатель, действовать также одновременно и самостоятельно, то есть взаимодействовать. Не как бы получать длительную цепь причинно-следственных структур, не изучать, например, детализацию управления,
а просто-навсего как бы делать так, как делает Создатель, единый Бог. В плане управления на созидание, естественно, потому что там исключительно управление происходит только на созидании. Поэтому здесь технологически управление, вообще говоря, становится проще, потому что делать просто как бы повторяя проще, чем, например, делать, используя там сложную ветвь технологических принципов. Поэтому, по сути, это управление реально проще в плане именно достижения управляющего импульса. И поэтому здесь основное действие сосредоточено на том, чтобы всего лишь навсего видеть, как действует душа Создателя. И вот здесь я как раз даю методологию того, чтобы видеть, как действует душа Создателя, а для этого нужно первичный свет восприятия сделать как бы стартовой площадкой, переместить сегмент своего сознания именно в плане восприятия на конкретный элемент, как на платформу, а дальше уже фактически постараться, как бы приподнимаясь над уровнем этого потока света, постараться увидеть более ранний сегмент света, то есть который еще не попал на восприятие. То есть здесь элемент управления выходит за границы восприятия. Вообще говоря, на логическом управлении это понятно, потому что то, что происходит вообще в мире и там, где работает всегда душа Создателя, это настолько концентрированная система восприятия, что нам не обязательно разбираться как бы на логическом уровне с этой системой. Поэтому мы работаем с тем, что находится за границей восприятия. И в связи с этим ситуация здесь такова, что вот этот уровень своеобразной платформы, он на самом деле является элементом коллективного и уже достаточно интегрированного сознания. То есть вот, как я сказал, существует уровень платформы, который действует непосредственно уже от вашего фактически волевого импульса. Так вот, этот уровень платформы, свет, идущий от Создателя, это уровень совершенно четких мнений, совершенно четких представлений, которые существуют в коллективном сознании. То есть, в принципе, платформа, на самом деле, она не является неустойчивой, она очень устойчивой, более того, она достаточно четко сформулирована самими людьми фактически. Поэтому, когда вы опираетесь на эту платформу, то вы, прежде всего, опираетесь на сформированную систему. И уже ваша задача, находясь на этой платформе, одновременно ее выправлять именно в уровень большей оптимизации, в уровень соответствия, например, предотвращения возможных глобальных катастроф и обеспечения вечного гармоничного развития. Поэтому здесь получается, что вы, когда встали на эту световую платформу, вы фактически все равно управляете. И вот по моему учению спасения гармоничного развития, как раз распространение технологий, причем через восстановительный комплекс, это распространение прежде всего соотносимо с тем, что вы должны, находясь в точке управления, постоянно увеличивать базу созидательности, базу гармоничности. И такой принцип взаимодействия с Создателем фактически, он, конечно, об этом говорит, потому что в каждый момент времени, в каждом элементе пространства Создатель, естественно, делает все более оптимально, все более созидательно следующий уровень развития. И поэтому этот уровень взаимодействия с душой Создателя, он еще и технологически содержит в себе сразу правильную позицию в управлении. Вот здесь обратите внимание, когда вы находитесь в управлении такого типа, что ваше управление позиционно сразу правильное, это достаточно важно, потому что вы приобретаете фактически абсолютную устойчивость с точки зрения следующего уровня управления. И теперь перейдем уже к конкретной задаче. Вот возьмите все свои элементы управления, что вообще вам нужно сейчас в текущее время, сосредоточьте, предложим, вот здесь перед залом, там, передо мной, там, в радиусе 2 метра, и сделайте управление так, как делает Создатель, то есть сразу сделайте. Вот здесь надо делать сразу, как делает Создатель, взаимодействуйте с душой Создателя. Обратите внимание, что я, скажем так, говорил достаточно все-таки долго и сразу предложил управление дискретно. Но если вы обратите внимание, как происходят события в мире, то многие частные события происходят и в том числе так, что вы видите и более глобальные события. То есть шелохнулся листочек, например, дерева, а в этот момент происходят какие-то движения на целом континенте. То есть вот следующее действие, оно как бы дискретно, как бы оторвано. Вот как связать следующий листочек, да, например, который мы видим, с тем, что происходит вообще на макроуровне. То есть и здесь связать можно, если мы это делаем быстро.
Вот если мы воспринимаем элемент связи очень быстро, то мы видим вообще, как в событии жестко завязан вот этот листок. Мы видим знание собственной души о точности мира и мировосприятия. Поэтому вот эта дискретность, я, например, перешел сразу на управление, это фактически знание, которое дается от Создателя, потому что вы видите Создателя. И когда вы видите Создателя единого Бога, то вам становится ясно, что Создатель, который находится с вами, вот что он делает так, а в чем вообще ему нужно, может быть, что-то добавить, да, технологически, может даже не поправить, а просто добавить. И поэтому в моей системе спасения гармоничного развития, и именно если рассмотреть восстановительный комплекс, то здесь существует такой уровень, как уровень, идущий от создания, то есть от создателя, то есть уровень создания управления. И здесь сразу же становится понятным, когда вы смотрите, как, например, окружающие, что нужно вообще вот добавить в технологиях, чтобы все двигались коллегиально свободно, коллегиально правильно и, вообще говоря, добивались управления с точки зрения, все-таки в том числе, например, и мелких желательных катастроф. То есть то, что не происходит глобальной катастрофы, это хорошо, но на том уровне, на котором мы сейчас находимся, желательно влиять и в том числе на то, чтобы не происходило каких-то мелких негативных, в том числе, событий. Не обязательно даже катастроф. Поэтому, когда мы говорим о точности управления, речь идет о точности своего личного действия с точки зрения коллегиального сознания, с точки зрения задач Бога и вашей души, а также то, что вы этого действия обязательно добиваетесь. Вот точная цель управления в конечном итоге все-таки совокупная система, включающая в себя как макроуровни, то есть, как я уже перечислил, более глобальные области, так и ваше частное действие, которое совершенно конкретно. Поэтому, когда вы, например, частное действие поставите перед собой в виде задачи управления, вы видите конкретно это действие, но постарайтесь, вложив в конкретику управления, увидеть все окружающее, то есть увидите суть события, которым вы управляете. Фактически я привел к тому, что ведь Создатель – это тот уровень и, вообще говоря, та информация, то есть, в общем-то, в том числе туда входит понятие то, что управляет всей ситуацией, да, создает. И если мы говорим о едином Боге Создателе, то речь идет о личности Создателя. И когда мы говорим о точности, мы должны видеть, что вложено Создателем, что вложено душой Создателя в это событие. И вот когда мы видим его присутствие в событии, то есть в многоликих связях, то мы можем, вообще говоря, тогда точно делать управление, если даже мы, например, хотим не очень отвлекаться на то, чтобы учитывать какой-то макроуровень, предположим, что происходит на континенте Австралия, там, или что мы, например, должны сделать в регулировании там каких-то микропроцессов, какой-то, например, исследовательской работе. Может быть, это какая-нибудь работа проводится, предположим, в Женеве, и нам нужно делать управление, что вот именно здесь происходит нужное для нас развитие в цивилизации, потому что исследовательские параметры, которые сейчас происходят в науке, они тоже нуждаются в управлении. И учитывая, что я всегда делаю семинары именно в тот момент, когда я там произношу слова, посмотрите внимательнее, что если какая-нибудь лаборатория производит структуру, которая, например, может повлиять негативно, да, на развитие цивилизации, в свое время же был уровень синтеза ядерного, например, уровня, и если делать влияние в плане, например, холодного там синтеза, то, видимо, уже другие технологии начинаются. А если делать синтез по типу, который используется, например, в ядерной бомбе, то тогда получается уровень, который приводит к ядерному оружию. И вот в связи с этим задача управляющего понимать, что делается вообще в любой точке реальности, включая какие-то научные исследовательские работы в лабораториях, которые, например, находятся в разных точках планеты, в том числе определять их управление и делать это, потому что это, например, действие, также действие Создателя. То есть Создатель учит каждому следующему действию точно, что нужно сделать, чтобы было вечное развитие. Поэтому, когда мы хотим, например, сделать управление, иногда могут возникать совершенно конкретные, в этом случае, вот по этим методам, совершенно конкретные событийные линии, которые, казалось бы, напрямую не касаются человека, то есть какие-то исследовательские параметры в виде каких-то, например, формул возникают на уровне управления, какие-то
частные события, либо политические, либо, в общем-то, совершенно частные, личные, может быть, даже в разных временах. То есть мы входим в массив информации, от которого зависит будущее человечества и вообще мира. Поэтому, когда мы начинаем входить в этот массив, там, где присутствует создатель, там есть вся информация. И каждый получает, вообще говоря, то, с чем он сможет справиться. Если он видит, что там сложный набор формул, ну какая разница, взять любой набор формул, перевести на структуру восприятия, выровненного, причем на задачу всеобщего спасения, и вы получаете совершенно точное знание механизма восприятия. Если даже вы, например, имеете филологическое образование, и в связи с этим получается, что задача управления, она не может быть, например, сложнее той, чем вы владеете. То есть вы имеете собственный уровень восприятия, поэтому получается, что вы владеете вообще всей внешней информацией. То есть если вы воспринимаете хотя бы один сигнал, соответственно, вы можете конвертировать сигнал на свою систему понятий. Поэтому, если вы попадаете в этой системе на какой-то сложный элемент управления, как я сказал, там перечень формул или какое-то сложное технологическое оборудование, вдруг у вас часто это может быть увидено в виде конкретных изображений, просто-навсего оптику выводите на параметр своих понятий и получаете в своих уже словах описание процесса. Когда вы уже получили описание процесса, для вас нет проблем, вы можете нормировать. Элемент очень простой. Вводите норму своими же словами и просто-навсего описательную модель начинаете как бы механически накладывать на норму. То есть работа словами фактически. Так вот, когда мы говорим о том, что изначально было слово, то вопрос точного слова, вопрос даже точно поставленного слова, да, в пространстве событий, это в том числе вопрос точного развития. Если мы хотим работать с цветом, то есть ваш цвет можно просто сделать так, что вы берете цвет и нормируете, говорите, что вот конкретный цвет, предположим, я взял и просто утвердил, что серебристо-белый цвет – это цвет нормы. И если внешнее событие не коррелировано, а моя цель – это спасти всех, и я точно знаю, что я спасу, каждый из вас это должен знать, точно увидеть в своей информации. И когда вы этот цвет видите, и внешнее событие не коррелировано, всего лишь навсего надо настолько засветить свой цвет, чтобы другое событие было такого же, например, цвета, и все. Вы делаете управление, то, которое содержит как макроуровень, так и уровень, например, внешнего управления по отношению к внешнему событию. Так вот, когда я говорил о том, что мы выходим за границы как бы именно элемента, когда мы смотрим на то, что исходит от души создателя, то это совершенно ясно. Мы же по логике выходим на уровень того восприятия, который дает создатель. То есть мы вообще находимся в структуре, где восприятие строится. И поэтому, если мы хотим работать в системе, которая строится, а чем-то ее познавать, то возникает следующий уровень, значит, как восприятие тогда строить, вот просто по норме, каким образом его нормировать, чтобы, например, одновременно интенсивность создания не преуменьшалась. То есть возьмите, например, свои частные задачи, поставьте их просто перед собой в качестве постоянно решаемых, то есть возьмите вот перед собой, засветите, предположим, там в виде цилиндра или сферы, то, что вам нужно решать справа от себя, возле себя. И когда я работаю, например, даю технологии управления, вы постоянно имеете в виду, что вот это управление надо совершать. Вы вот чем-то же имеете в виду, что вот перед вами находится уровень вашего события. Это вот и есть та часть души, которая взаимодействует с Создателем, единым Богом. То есть то, чем вы имеете в виду, вот имеется в виду с точки зрения духовного плана образования и развития, это есть та часть души, которая взаимодействует с Создателем. И, кстати, делает в большей степени как Создатель. Как Создатель, который создает вечное развитие. И вот когда, казалось бы, такой простой целевой прием, да, он показывает, что цель поставленная уже дает взаимодействие с целью Создателя. Ясно, что Создатель участвует в любом действии, следовательно, управление – это есть содействие. И когда мы, например, говорим о том, что там, например, вот сделано произведение какое-то искусство или вообще какое-то дело, и часто можно рассмотреть такие слова, как вот сделано с душой, да? То есть, например, сделано с душой или вложена душа. Там во что-то, в произведение, например, искусства вложена душа. А тогда возникает вопрос, если рассмотреть эти два простых понятия, достаточно известных, в общем-то,
в плане вот именно того, что практически каждый знает, что есть такие понятия: сделано с душой, вложена душа, то с душой кого, если поставить просто с душой, например, Создателя. Ведь Создатель изначально дал все, следовательно, получается, конечно, с душой Создателя, да? Конечно. То есть, получается, в фразе мы уже содержим знание о том, что мы взаимодействуем с душой Создателя, но здесь же, естественно, мы понимаем, что с душой Создателя, если, предположим, вы понимаете Создателя, то есть более глубокий духовный уровень точного знания, уровень точного в понимании точности другими. И вот когда я говорю о точности именно в распространении технологий моего учения о спасении гармоничного развития, здесь прежде всего я подразумеваю точность духовного плана, больше даже точность души. Когда вы, делая с Создателем, делая как Создатель, вы видите, как делают другие, понимаете, что это точно, то есть синхронная точность. Когда все делают одновременно и точно, мы, естественно, тогда не ошибаемся. Не надо контролировать, не надо какие-то системы дополнительного контроля вводить на более поздних уровнях распространения технологий. Достаточно взаимно видеть точность, вот как бы, общественно развитое, если так можно сказать, видение или ясновидение, может быть, не совсем именно ясновидение в понятии таком, как трактуется, как видение каких-то событий и каких-то конкретных там предметов на расстоянии, а ясновидение в плане реального, управляющего ясновидения. То есть это может быть точность по видению даже духовных уровней развития, духовного уровня совместных действий. Вот когда мы видим, как действует дух в одном направлении, то, вообще говоря, тогда практически уже точно на информации невозможно каким-то образом сместить информацию. То есть вот когда на духовном уровне все действуют правильно, тогда точно возникает это событие. И вот почему, например, находятся различные там аспекты там реальности в очень жесткой форме, да? Они почти могут не изменяться длительное время, например, камни или же какие-то элементы исторические очень долго стоят и никто их не разрушает, потому что созданное на духовном уровне управление какое-то явление либо людьми, либо дателем, это явление, вообще говоря, неразрушимо. Не потому что его там, может быть, чисто технически какое-то здание можно разрушить, но оно же, тем не менее, не разрушено. И тем не менее, здесь существует признак того, что это исторически вложенное, это вообще говоря, вложение души или душ тех, кто построил это здание. Получается, что мы вполне можем выделить даже вот в обычной реальности достаточно обширный спектр реальности, где есть именно вложение души изначально тех, кто это создавал. Но дальше мы видим опыт этих людей, например, в древних зданиях, да, или каких-то сверхновых технологиях, которые уже могут реально спасать людей. То есть это не обязательно там какие-то статичные системы. Здесь речь идет о длительности и о цели. Потому что, например, переданные в культурных уровнях какие-то структуры, это, в общем-то, тоже цель, историческая ценность их в том, что там содержится уровень тех людей, которые воспринимали эти здания, и тем не менее здания не разрушены. Следовательно, можно не разрушать, да, простая истина, можно не разрушать там тысячелетия, предположим. Следовательно, если мы такие простые истины начинаем выбирать из уровня управления, то понятие «сделано с душой», то есть с душой Создателя, или «вложена душа в», например, да, предмет, это становится понятие одного типа, то есть понятие такого типа, где отсутствует элемент времени. То есть то, что рождает реальность, следовательно, рождает и время, создает время. И когда мы, например, начинаем исходить из этого уровня, который, вообще говоря, сейчас я сказал, на самом деле не тривиально, то есть речь шла о том, что я все-таки говорил достаточно сложно о простых понятиях специально. Потому что здесь мы должны уметь совмещать достаточно простые системы через многосложные уровни восприятия. И так и построен разум, что человек развивается часто многосложно, да, даже для простых систем. То есть простая система сделать так, чтобы, например, там самолет не разрушился. Простое предложение в словах. А для этого нужна система восприятия, очень сложный часто труд, там техногенный труд, который должен быть обеспечен духовным уровнем, тогда самолет может точно не разрушиться. Поэтому здесь прежде всего поставьте свои собственные цели управления, опять и возле себя, но, например, с левой стороны, в виде там концентрирующих, предположим, сфер.
таких конструированных мы лучше серебристо-белых. Справа от вас уже стоит то, что я сказал, там в виде цилиндра или сферы, и поставьте еще раз управление уже следующего уровня. В принципе, вы можете поставить то же самое, но на следующем уровне. Например, вы получили знания сейчас буквально, значит, следовательно, следующий уровень это уже тот, который говорит о том, что мы можем делать и с душой, и вложив душу. Но мы можем вложить душу туда, где, значит, есть принцип сохранения души на едином месте, да, вот создателя, то есть созданную душу создателями невозможно куда-то там двигать, вкладывать в плане там механического перемещения. Речь о том, что свойства души переданы этому предмету. И понятие вложения это есть действие чем-то, да, о чем я говорил, действие души по взаимодействию с создателем, уровень, который справа. А если мы ставим слева, это уровень, где вы интенсивно взаимодействуете с создателем. И тогда получается, что интенсивное взаимодействие в реальном времени, ну, своеобразный творческий процесс. То есть как происходит творение великие в плане, вот, предположим, там живописи, каких-то действий, событий, что человек постоянно видит свет, следующий свет создателя, он фактически работает, взаимодействуя с Богом, с единым, зная цели, зная методологию, и получается, что он постоянно получает колоссальное количество информации, которая как бы значит, управляет событием от создателя. Поэтому взаимодействие с создателем это, вообще говоря, управлять от создателя, от единого Бога, то есть по свету Бога. И когда мы видим, например, возле себя, если с левой стороны мы ставим этот уже интенсивный уровень и вкладываемся туда в события, то мы получаем второй уровень управления, который фактически управляется очень интенсивно. И сейчас сделайте такое тренинговое, практическое, что уровень слева, интенсивный уровень, и уровень справа, пусть они работают в вашем восприятии одинаково. То есть фактически одни и те же цели на разных уровнях работают одинаково, и постарайтесь увидеть, как свет от того, что вы делаете и достигаете управления, восстанавливает вас. И, вообще говоря, других всех. То есть делаете это управление сейчас, я буду делать вместе с вами, и при этом мы делаем тренинг достаточно интенсивно. В момент управления постарайтесь исходить все время из того, что когда вы делаете управление, вы делаете это управление сейчас. То есть старайтесь не анализировать, не вспоминать какие-то более ранние длинные технологические циклы именно управления, а я же вам сейчас показывал, вот я сейчас делаю информацию семинара, то есть сейчас говорю, сейчас делаю управление, я же, например, предварительно не ставил жесткую фиксированную систему, потому что если предварительно, предположим, расписать какую-то систему, происходит смена событий, и система, она становится уже инертной, ну то есть придется ее именно как бы фактически делать корреляцию системы, то есть коррелировать с точки зрения текущих, да, элементов реальности. Поэтому, когда делаете управление, делайте сейчас именно. То есть вот сейчас увеличиваете интенсивность управления по двум, например, сферам, пусть это будут две сферы, справа и слева ваших собственных событий. И при этом все-таки делание с точки зрения того, что вы делаете это сейчас на основе тех знаний, которые вы получили духовно. Пусть туда входят все предшествующие знания, например, по моему учению о спасении гармоничного развития, что вы имеете в виде, например, личного опыта, и поэтому старайтесь по возможности делать управление с точки зрения все-таки того, что вы делаете это сейчас. Вот теперь обратите внимание, что как только вы зафиксировали, да, на слове «сейчас», то технологический цикл вам становится понятным. То есть ведь речь идет о том, что мы можем достаточно долго изучать конструкцию какую-то управленческую, а при этом всегда задаваться себе вопросом, вот когда мы, например,
в какое время вот эта конструкция, да, она зафиксирована, она, например, 100% отрабатывает для какой-то конкретной целевой задачи. Но, во-первых, внешние задачи могут быть различные, их вообще может быть бесконечное множество. И однотипной задачи может вообще не быть. Следовательно, фиксация ситуации является сейчас, вот здесь. Я зафиксировал, все, управление реализовалось. Поэтому, когда, например, речь идет о том, что есть понятие «сейчас», то понятие «сейчас» вкладывается очень глубокий смысл объединения времени. Вот если вложить такое вот понятие, как понятие именно объединения времени, мы видим, что здесь можно, кстати, излечить любое практически заболевание за счет того, что мы можем объединить просто время в точке реализации или вообще достичь любого события за счет объединения времени. Поэтому сейчас это, вообще говоря, элемент в том числе объединения. То есть некое продолжение, час, тоже продолжение. Если мы этим словом обозначаем единый момент, да, то мы как бы сворачиваем время, равное, например, часу, да, все моменты, предположим. И получается, что слово, поставленное, например, в плане управления с точки зрения действия, это слово может объединять, потому что содержит в себе глубокий управляющий смысл, если его так понимать. И вот поэтому мы здесь еще рассматриваем такой контекст, что мы можем так понимать, как нам нужно. То есть элемент управления, в принципе, можно построить, если парадигму, например, восприятия взять и преобразовать так, как вам нужно, для того, чтобы обычные слова, в общем-то, были управляющими словами. И поэтому, когда мы говорим об управлении, старайтесь свои собственные цели делать как бы максимально пролонгированными. То есть постарайтесь сделать так, чтобы ваши цели касались в том числе и других. То есть, предположим, есть какое-то внешнее событие, и старайтесь сделать так, чтобы это событие было оптимальным как бы для всех сторон. То есть, когда делаете управление, во-первых, надо убеждаться в том, что это управление осуществилось вот уже сейчас, в чем-то оно достигнуто или полностью 100%. И при этом пролонгированность на какие-то внешние обстоятельства, это именно пролонгированность такая, что вы можете видеть практически следствие того, что вы делаете. То есть пролонгированность фактически должна быть абсолютная в действии. То есть сделали управление, получили управляющий элемент, но при этом мы должны сразу здесь видеть, и это не забывать вот именно в этой системе управления, что речь идет сначала о всеобщем спасении, и спасении вообще лично каждого. Следовательно, общее управление, оно может быть достаточно, кстати, нагрузочным по этой системе, и поэтому, когда вы делаете управление, казалось бы, оно простое, старайтесь видеть, что спасение всех, вот в чем это спасение заключается конкретно сейчас. То есть, если вы смотрите, что проекция луча идет на какой-то регион, на какую-то там молекулу, на какое-то конкретное лабораторное исследование, там, которое поможет людям, да, то тогда делайте управление конкретно. И вот, объединив все управления, которые, например, вы произвели, с учетом того, что все, что сказано, всегда используется в следующем уровне управления, можно сказать, что вот то, что вы воспринимаете, восприятие, например, в текущий момент по системе взаимодействия с создателем, мы понимаем как уровень практически следующего действия. То есть, чтобы видеть, как действует создатель, вам нужно, значит, следующее действие, вообще говоря, либо четко выписать, либо, например, в оптическом элементе засвечивать его как уровень следующего развития. То есть в задаче, где нет элемента времени как такового, следующее развитие устанавливается, вообще говоря, вами самостоятельно. То есть вы можете делать управление, когда, значит, учитывая сложность, да, все-таки я даю сегодня следующий уровень, достаточно сложное нагрузочное управление, поэтому по возможности надо стараться другим помогать, чтобы оно было освоено именно с точки зрения того, что вы делаете платформу, вот платформу восприятия следующего уровня. И поэтому получается, что когда вы, например, делаете управление для всех, то управление для себя в этом случае может отличаться, потому что ведь создатель, он практически делает управление таким, что оно становится лично вашим. Вот теперь, когда вы приходите к управлению с точки зрения той, что вы делаете личное управление, вы видите уровень ответственности
за происходящее, так же, как этот уровень рассматривает Создатель. И постулируя опять уровень, что человек, построенный по образу и подобию Создателя, созданный, он также делает, как и Создатель, следовательно, Создатель делает так же, как и человек в определенных системах. И когда вы видите именно Создатель Бог, когда так же делает, как человек, вы можете увидеть тогда, что нужно, чтобы восстановить, например, организм в этом случае. С точки зрения единого Создателя, который создал тело вечным человека, здесь всего лишь навсего требуется знание функциональности вечного тела. Если говорить о вечном уровне жизни, то речь идет о том, что всего лишь навсего здесь надо знать, как вообще развивается вечная жизнь с точки зрения Создателя. Значит, именно Создателя единого Бога, то здесь, вообще говоря, знания, они очень простые и достаточно просто видны. Вот зафиксированная реальность – это то, что уже сделано Создателем, а следующий уровень – это то, что находится в этом фиксированном уровне реальности. И когда мы, например, развиваемся дальше, так как развивается душа Создателя, также развивается наша душа, то вот эта вот синхронность развития, она, если, например, выраженная, предположим, в каком-то технологическом действии или в молитве, она заключается в том, что мы синхронизируемся. И вот это понятие синхронизации, да, уровень следующих событий, это то, откуда происходят события из области, где мы, вообще говоря, область времени изъяли. То есть настолько высокая концентрация событий, что время не рассматривается как причинно-следственная величина, а причинно-следственной величиной уже рассматривается душа. И вот когда мы рассматриваем свою душу как причину и следствие какого-то события, то мы видим, что время, то есть мы можем вообще как бы растянуть, да, сделать его короче, длиннее, и при этом мы можем понимать те аспекты, которые, если они выражаются простыми словами, то мы можем их трансформировать в удобное для нас в управляющем контексте, например, восприятие. И тогда, получается, любые слова, которые вы воспринимаете и которые вы говорите, могут быть преобразованы вами с точки зрения того, что эти слова имеют управляющую функцию, нужную для всеобщего спасения. В этом случае элемент управления уже такой, что управление строится на любых событиях, которые окружают вас. При этом управление строится так, как нужно вам. То есть, например, вы получили событие, в какое-то конкретное событие можно добавить управляющий элемент, и событие, уже даже прошлое, начинает работать в управлении к всеобщему спасению. И отсюда ясно, что при такой системе Бог, Он, естественно, всех, значит, приведет к тому, что будет вечная жизнь, будет неуничтожаемое тело и вечное развитие, потому что в каждом событии вкладывается именно первичный элемент Создателя единого, неразрушенного. Поэтому, когда мы, вообще говоря, даже строим фразу так, то есть говорим «единый, неразрушимый Создатель», то мы формируем коллективное развитие, к этому же и приводит, но уже из коллективного уровня. Потому что мысли, они же реализуются в плане конкретных действий. И здесь совокупное мышление реализуется опять в том же самом. То есть, в принципе, да, здесь получается, что достаточно словами выразить задачу Создателя, и вы приходите к реализации этой задачи. Получается, в общем-то, взаимовстречное движение различных совершенно элементов управления, где уровень единого Создателя приближается к вам, потому что вы так же, как и Создатель, действуете, и потому что Создатель дает знания, которые вам нужны. Здесь, кстати, вот в этом управлении, когда вы действуете так же, как действует душа Создателя, здесь надо быть внимательнее в плане том, что вы фактически все время должны смотреть на работу души Создателя Бога, в первую очередь, а потом смотреть, как создают окружающие, и тогда мы сможем вполне синхронизировать восприятие, потому что в отличие от восприятия, когда вы работаете над идеологией, например, собственной конструкции управления, здесь, вообще говоря, другая система, другой подход. Мы здесь работаем, получается, постоянно, обращая внимание на внешние признаки. И внешние признаки становятся более динамичными, обратите внимание. То есть, в отличие от как бы моновосприятия концентрированного, здесь получается определенные, в том числе на физическом уровне, движения различного типа, на уровне информационном, и
среда, вот управленческая среда, она становится более естественной и практически выходит на уровень фоновый, то есть обычный. Потому что в этом случае вы видите, что на обычном фоновом уровне управления, то есть когда как бы вы не управляете, да, ну, в кавычках, потому что в принципе все равно, так или иначе, в каком-то уровне вы все равно управляете, если даже, например, не делаете активного управления. Так вот, вот этот уровень перевода, значит, фактически, ну, как бы, не целевого управления в уровень целевой, в уровне вообще бытового действия, в данном исходит как уровень сопонимания по задаче действия. Вот, ведь в данной технологии, которую я сейчас даю, здесь, в общем-то, система построена в определенной степени, значит, так, что мы постоянно должны видеть, в чем существует задача создателя, трансформировать на уровень своих действий, причем бытовых и целевых, часто бытовых просто. И при этом, в общем-то, в рассеянном уровне оптики, то есть там, где бытовая реализация, там не обязательно высокие концентрации оптические в плане там действий, и они, в общем-то, такие обычные, уметь увидеть действия создателя даже в обычном каком-то движении, значит, там руки, там, предположим, человек пьет стакан воды, идет куда-то. Вот где здесь как бы помыслы создателя, что создатель изначально хотел, по сути, когда, значит, человек решил это делать, или когда он это уже делает. Когда мы эту структуру рассматриваем, то мы понимаем, что все следующее, оно достаточно прозрачно. Вот почему видны будущие события, да? Почему, вообще говоря, нельзя фиксировать отрицательные события, потому что так как все изначально создателем фиксируется как положительное в плане возможного уровня реализации, то вот все возможные изменения по реализации событий — это личная воля коллективная, там людей, предположим, там внешних элементов мира, да, выражение их присутствия в каком-то событии. И поэтому, когда мы говорим о следующем действии, мы прежде всего должны увидеть, что следующее действие зависит очень конкретно от вас. То есть вы можете следующее действие сделать таким, что вы это действие уже будете видеть в будущем, ну, совершенно четко. Вот, то есть, как, например, увидеть какую-то позицию, связанную с тем или иным явлением, да? То есть метод просмотра этой позиции. То есть можно, например, взять и просмотреть конкретное событие. Ну, предположим, там какое-то событие, пусть оно будет положительно, можно там, как в кино, детализировать, посмотреть совершенно конкретно. Но если мы хотим предотвращать отрицательные события, то стоит только как бы вот этот вот отрицательный статус, который, например, недоступен в плане, предположим, управления, зафиксировать, то возникает элемент такой, что событие дополнительно, получается, фиксируется. Потому что здесь ведь уровнем управления является то, что фиксирование события, это то, что вы в том числе это событие где-то как бы утвердили, да? Поэтому, когда речь идет о прогнозе, который нужно предотвратить, здесь, я говорю еще раз, надо быть крайне внимательным к выражениям слов, или, по крайней мере, минимизировать отрицательные последствия, хотя бы минимизировать. Здесь, прежде всего, самый простой метод, опять, по моему учению о спасении гармоничного развития, это когда коллективная происходит работа по прогнозным, ориентирующим фактически системам, но, в принципе, которые можно сделать точно, если знать структуру развития сознания, технологическую структуру. И получается, что присутствие создателя здесь состоит в том, что вы, как создатель, действующий, создатель Бога, например, который делает это событие фактически по всему комплексу, заключается в том, что вы здесь соприсутствуете с целью получения следующего уровня знаний. То есть вот я привожу к тому, что постоянно наблюдать, как присутствует Создатель и как он работает, как его душа, можно только одной короткой фразой познать, да, иметь следующие знания. И опять все сводится к сверхвысокой уже концентрации, что получение знаний спасения — это и есть также работа с присутствующим Создателем, единым Богом, который создал все, где все события видны, и вот распараллеливание, то есть возможное
какая-то координация, скажем, событий, или когда мы смотрим, что события имеют разную координатную систему, то есть они могут быть разные, вот этот вариантный, что ли, признак событий, он становится совершенно, причем становится сразу понятно, что вот комплекс событий имеет вот конкретно такие спектры в виде вариантов, и вполне в ваших силах либо точно спрофилировать там какой-то отрицательный статус, либо, например, все-таки по возможности направить коллективное сознание так, чтобы превратить коллективно. И вот если не фиксировать, то получается, что есть единственный выход, это просто всем показать, что вот возможно в каком-то определенном плане вот какое-то событие. То есть вот принцип ориентирующих систем, он получается, что здесь единственно возможный. В чем здесь есть нюанс вот еще работы, так же, как работает создатель. Вот, например, если взять какие-то предсказательные технологии или там, например, определенные системы в плане миссионерства, да, когда даются трактовки определенных глубоких знаний, то часто они даются как ориентирующие. То есть они часто не даются, например, совершенно конкретно или точно. В настоящий технологический век, то есть когда мы вынуждены иметь дело с техногенными системами, это, вообще говоря, хорошо, что позволяет людям больше развить систему управления на самом деле. Стоит только вложить духовный смысл в технические системы, и мы можем ими управлять вообще полностью. Поэтому здесь возникает вопрос точности, в том числе в структурах, казалось бы, тех, которые являются прогнозными, да, системами. Если я говорю о том, что будущее совершенно понятно, в этом случае, если вот вы сегодняшний семинар сначала прослушаете, то в той части, где я сказал, что будущее понятно, это можно увидеть и ощутить душой. Да, в этой точке нам совершенно понятно, что происходит в будущем и как, вообще говоря, повлиять. Но единственным элементом часто влияния является опять коллективное сознание. И потом можно, да, конкретно исправлять кучу всяких дефектов, там, профилировать взрывы этих станций ядерных, там, части обученных, да, людей. Но тогда возникает вопрос, а при бесконечном развитии, что это одна группа людей разве должна все время вести на себе, вот эти задачи? Следовательно, по-всякому получается, что вообще каждый должен иметь этот уровень знаний. Для спасения всех должен каждый спокойно видеть все события и профилировать, более того, выставлять на уровень там коллективного управления. Например, предположим, я выставляю в каких-то средствах массовой информации для коллективного управления, но я обращаю внимание, что, конечно, по существу работают только конкретно ученики. То есть те, кто, например, технологии не занимаются, именно ученики, вот по моему учению спасения гармоничного развития, они участвуют, конечно, но, в общем-то, в большей степени совокупной системой, то есть можно взять технологию, там, высветить и массированно ее засветить, и какой-то отблеск попадет. Ученики же работу совершенно точно проводят луч в совершенно нужную область. То есть в этом разница технологичности. И вот когда когда не технологично, когда технологично. Почему все-таки технологии надо изучать? Чем больше, тем на самом деле лучше. Поэтому здесь, когда мы говорим о том, что да, будущее совершенно конкретно видно, и, например, вы в зале посмотрели и увидели там свои события, то вот их преобразовать, и вы увидите, что это находится на уровне, достаточно больших, часто систем, которые вообще в мире существуют. Например, древние там какие-то присказки, что мир существует, например, там на 3 Китаях, да, на неких больших массивах информации, если так вот конвертировать эти более ранние там представления людей. То есть здесь понятие большого массива часто оно не очень сложное. Большой массив может быть всего лишь навсего то, что ваша душа где-то соприкоснулась с задачей дальнейшего действия, и в более раннее время, может быть, еще при создании, она эти задачи захотела реализовать. Вот здесь существует следующий уровень новых совершенно знаний, их впервые здесь объявляю в виде именно конкретно новых, потому что на это надо обратить внимание, что как только душа создана Создателем, в момент ее создания она может сразу в себе сама ставить задачи, вообще говоря. То есть вот свет Создателя и свет души, который именно такой, что вот только вот, например, там в какой-то момент Создатель создал душу, свет сначала неразличим. Но сейчас, зная свет Создателя в виде задач, душа самостоятельно ставит себе задачи. Часто они, например, какие-то, может быть, в деталях, в чем-то они
могут как-то варьироваться, но по сути они всегда одни и те же. Это вечное развитие и так далее. И поэтому получается, что в момент, когда вы организовываетесь, то есть с начала организации души, вы уже имеете дифференциацию, по которой вы сами себе закладываете как свет реализации собственной души, свет реализации собственных событий. И тогда получается, что вы имеете практически свои собственные задачи. По сути, вы имеете, конечно, собственные задачи, которые вы перед собой поставили, и вы их решаете. Но в понятие собственных задач входит логически просто обоснованные задачи, просто обычная логика развития. Сейчас есть возможность глобального уничтожения, логически надо сделать так, чтобы ее не было. И поэтому получается, что многие задачи, которые поставлены, они как бы автоматически формируются тем, что уже есть, да, в реализации, там, например, на Земле. Тогда получается, что мы имеем ряд задач как уже существующие, а ряд, которые поставлены изначально. Вот когда происходит совпадение задач, и которое направлено на задачу именно всеобщего развития, всеобщего спасения, то мы видим, что душа Создателя – это и есть та душа, которая является нашей душой, то есть, лично вашей душой. И вот когда вы вот этот свет уже воспринимаете как устойчивый, кстати, абсолютно устойчивый свет, то есть душа конкретно в вас, ваша душа, она обладает силой Создателя фактически, который может вполне там реализовать какое-то даже частное событие. Не говоря уже о макрособытиях. То есть макрособытия, кстати, в этом уровне это уже вопрос в принципе вообще решенный. Здесь 100% не происходит никакой глобальной катастрофы вот на этом уровне, на котором сейчас мы находимся, вот на сегодняшнем семинаре. То есть здесь речь идет уже о детализации, о том, чтобы не было какого-то, например, даже, может быть, частного отрицательного события, по возможности его спрофилировать. И вот когда мы говорим о том, что мы находимся на этих больших информационных столбах, а душа может вообще как бы зацепиться, в кавычках, за какое-то элементарное событие, предположим, кто-то очень любит рыбачить, у него вот в голове, что вот надо порыбачить. И, например, вот это вот событие ему нельзя. Может, кто-то любит цветы, да, и ему нужно именно этот цветок вот купить где-то или там вообще взять. И вот какое-то частное событие может быть для души достаточно важно, потому что этот вариант вкладывает в себе массу понятий. Вот порыбач может олицетворять там целую гамму, целый массив там основных для души там каких-то понятий. Этот цветок может быть связан с конкретными событиями, которые по сущности и являются событиями основными для души. Тогда получается, что проследив просто задачу, почему в данный момент душа ставит такие задачи. Можно, например, там, хотя бы информационно, да, подарить этот цветок, хотя бы там, на уровне информации, или как-то реализовать, или запланировать рыбалку. И все, и у вас получается, что вы как бы открепляете душу от макромассива, который является вот именно тем столбом, который, может быть, держал реализацию какого-то, в общем-то, нужного вам события. И вы уже все, вы спасли всех, вы в этот момент находитесь в совершенно полном технологическом, уровне управления, где вы совершенно недоступны для какого-то там негативного процесса, не говоря уже о том, что там о какой-то глобальной катастрофе. И вот когда вы на духовном уровне воспринимаете такой постулат фактически, то есть доходите до такого состояния, то вы видите, что на самом деле состояние, оно действительно такое, о котором сейчас я говорю. То, что не происходит катастрофы, только потому, что ее не происходит. Повторение фактически, но реально это состояние, в том числе ваше собственное состояние. И если это перевести на уровень противодействия, предположим, заболеваниям, то выход в это состояние – это оздоровление, причем достаточно мощное. Это достаточно сильно восстанавливающий уровень, который, вообще говоря, естественен. Он идет так же свободно, так же, как вас создавал Создатель. То есть там нету напряжения, там нет, например, понятия какого-то интеллектуального управления, а там есть просто то, что это естественно. И когда вы на таком восстановительном уровне побываете, часто это хватает надолго, иногда на месяцы, на годы там, и так далее. То есть, в принципе, потом даже часто можно там много лет работать и и не отдыхать, кстати. А не отдыхать, я имею в виду, может быть, именно по управленческой позиции, где-то не ставить задач отдыха в управлении. Потому что понятие отдыха в управлении все равно надо держать контроль над внешней ситуацией. Поэтому здесь, когда вы побываете именно там, где Создатель организовывает вас в целом, там, да, в совокупности с событиями, с целями, то вы видите, что ваши цели, они неразличимы, они неотделимы от целей Создателя.
Вы же идете своим путем, но этот путь, он же и путь Создателя. Создатель же всегда есть и в вас, и вокруг, и в каждом действии. Следовательно, это также путь Создателя и путь единого Бога. То есть вы должны его видеть совершенно рядом. Или же так, как он вам помогает. То есть вот где помогает Бог? А он вообще, так как он везде, то вот понятие помощи, то, что вы видите только, да? Там в каких-то сложных ситуациях люди говорят, что там помог Бог или где-то в другом месте. На самом деле это Бог всегда с ними, и он просто всего лишь навсего в каком-то уровне показывает себя, да, дает уровень восприятия. Он человека, кстати, видит в этот момент совершенно реально. И поэтому получается, что мы имеем тот путь, который, если, ну, предложим абстрагироваться от мнения атеистов или, например, тех, кто имеет другие точки зрения, значит, то мы, в принципе, совершенно четко видим путь к Богу как путь действия, причем по всеобщему спасению. Если, ну, исходить из точки зрения, предложим, атеистов, то в той системе, например, действие Бога сосредоточено, видимо, в большей степени как в системе уже реализованной, то есть в реализованном мире. И получается, что если мы хотим найти Бога в любой системе, мы, в принципе, на самом деле можем найти. Как бы в любом научном уровне, в любом какой-то конфессии и так далее. Поэтому вопрос, например, состоит в том, что если мы хотим двигаться так, как делает вечный Бог, и более того, сами ставим себе эти задачи в развитии, то здесь на самом деле вопрос только лишь в нашей личной воле, то есть в воле нашей собственной души. И вот здесь, когда я сказал, что Создатель определяет именно лично вашу душу, вы видите лично себя и выявляется лично ваш круг. Я, вообще говоря, рассказал это в том уровне, когда Создатель мне дает, ну, как своеобразный пакет информации, то, что является лично вашим. Но вот когда вы смотрите, что является лично вашим, вы видите, что лично ваше неразделимо, по сути, с тем, что является для всех максимально нужным. То есть вот максимально личное – это то, что, вообще говоря, всем максимально нужно. Ясно, что максимально личное – это чтобы там не было глобального там уничтожения планеты. Это тоже, в общем-то, личное каждое, и причем максимально личное. Но оно воспринимается более спокойно, потому что ситуация в том, что здесь все работают в том же, в принципе, направлении. По сути, все работают. Все понимают, что так или иначе все работают в том направлении, чтобы не было глобального уничтожения. И возникает вопрос, как они работают. Да как работает, ну, например, человек, который там может отжимать кнопки по ядерным возможным войнам, как он работает в направлении, чтобы не было глобального уничтожения, да, если у него, предположим, существует ситуация, что вот, ну, если это президент, да, то возникает вопрос, что если поступают сведения о возможном вторжении, у него возникает необходимость как бы отреагировать, либо отжимать кнопку, либо не отжимать. И вот здесь ситуация в действии, да, в принятии решений, в большей степени базируется на личном духе, то есть на личном статусе того, кто принимает решение. И вот чем выше личный статус в плане управления от себя, то есть без кнопок, без техники, а именно личного управления, тем больше безопасности уже сейчас находится планета. То есть, когда вы можете выравнивать управление, ну, делать за счет просто, ну, как личного духа, фактически личного статуса, то тем больше вы, как бы, получается, удовлетворяете тому пакету информации, тем сведениям, тому духовному состоянию, которое передал Создатель, Бог, единый Бог. И вот здесь я уже перешел к тому, что нужно уметь взаимодействовать и фактически с Духом Создателя, единого Бога. То есть, так как я сказал, что по постулату мы можем выйти и на понятие Духа Бога, то мы вполне знаем, что, значит, понятие Духа Бога – это более объявленное понятие, больше знакомы с этим состоянием, как духовное действие, да, осуществление молитв, осуществление каких-то ритуалов, как действие духовное или содуховное. И когда мы хотим в фрагменте взаимодействия с душой выделить взаимодействие с Духом Бога, то Дух Бога воспринимается как радость. Вот когда вы видите в этом именно радость, вы должны видеть здесь именно оптическое выражение именно Духа Бога. Причем Дух Бога, он находится несколько дальше, но одновременно глубже, нежели
прямое действие души Бога. Здесь, когда вы рассматриваете, ну, например, фразеологию, которую я сейчас поставил в плане последовательном, то, вообще говоря, я здесь закладываю технологию взаимодействия. Как только вы через взаимодействие с душой Бога, единого, значит, начинаете смотреть на то, каким образом в душе действует дух, то прежде всего вы воспринимаете дух, который показывает как бы со стороны восприятия духа душу опять Бога. То есть можно как бы еще с другой стороны посмотреть, но можно и наоборот, душа Бога, показывающая его дух. То есть следующий путь – это действие все-таки через душу Бога. Значит, действие так, как действует душа Бога. И когда мы поднимаемся выше, фактически по информации, просто действительно просто вот выше это слово использовали, если, то вы видите, что каждый человек, вот в каждой клетке человека присутствует, естественно, действие Бога. То есть как Бог сделал эту клетку, например. Тогда достаточно элементарно увидеть, как вообще эту клетку сделать заново. И тогда получается, что душа знающая уже ваша душа, потому что она взаимодействовала с душой Бога, она получила знание, она может вполне сделать, более того, она может достаточно просто передать, еще даже более просто, потому что созданные единым Создателем, они же совершенно все фактически, ну, по сути, одинаковы в плане действия души, в плане устройства души, вот именно изначального. Это уже позже приобретаются разные типы за счет социальных процессов там, и так далее. А вообще, так как изначально Бог единый и по образу подобию все, получается, имеет однотипный уровень в плане именно всеобщего спасения, не говорю там о частных задачах, то получается передать знания вообще нет проблем. То есть и увидеть, что где-то что-то не так, то есть выровнять здоровье тоже нет проблем. Более того, получается, стоит только человеку знающему, да, эту, скажем так, технологию где-то в обществе появиться, и придет нормирование как бы по нему, если у него есть эти сведения. Поэтому сделайте таким образом сейчас управление. У вас есть собственные задачи, вот вы взяли, совместили, предложим цилиндр справа и сферу слева, или цилиндр, заменили там сферу. Короче говоря, один общий уровень управления, видите там сферы, предположим, не обязательно дальше. Сформулировали общий уровень управления и сделали так, чтобы от того, что вы достигаете правильного управления, все другие, кто находится здесь или потом смотрит там видеозапись или изучает эти, например, материалы семинара, они также моментально восстанавливаются, во-первых, как минимум, до нормы, там, например, физиологической, во-вторых, в общем-то, решает в том числе и свои частные задачи через систему обязательно макроспасения. В этом семинаре макроспасение следует специально часто добавлять. Так что делайте это управление, потому что, почему мы добавляем, потому что мы как бы коррелируемся здесь с задачей Создателя, Бога единого. Так что делайте это действие, как бы канонизируя его, потому что вы правильно сделали. Сделали, и по моему учению о спасении гармоничного развития, знание сразу же распространяется во все уровни правильно. Так что делайте такое управление, я буду работать вместе с вами. В момент управления старайтесь не отклоняться от конкретной цели. Насытьте цель управления, которая перед вами, состоянием как бы информационным, то есть технологическим состоянием собственной души. То есть пусть ваша душа проникнет в цель управления. То есть проникновенное состояние цели. Тогда цель, она уже никуда не может деться, да, она зафиксирована. Вот понятие фиксации цели, когда
вы уже точно знаете, что она вот в одном конкретном месте, примерно хотя бы, и все. И вы с ней работаете. Вот вопрос тот, с чем работать, как работать, например, с какой-либо целью. Где эта цель, например, если мы рассматриваем позицию именно взаимодействия с душой Создателя. Так вот, когда мы говорим о действиях Создателя, то цель, если говорить о развитии человека, то цель конкретно это, вот, например, физическое тело человека, который вполне там проявлен мыслями, действиями, поступками и так далее, событийными какими-то конструкциями. А когда мы говорим об информационной цели, следовательно, мы должны, так же как делает Создатель по отношению к человеку, зафиксировать, то есть насытить душой, состоянием души эту цель. Например, вот здесь, в районе возле сердца. Потом мы видим, что это бесконечно быстрое движение, как бы внутрь, когда душа внутри физического тела. То есть идет очень интенсивное взаимодействие с тем образом, который вы поставили, как лично с вами, фактически, как с бесконечным содержанием вообще информации. Вы содержите бесконечный уровень информации. Вы, кстати, в этом случае это очень четко видно. На уровне, прям где-то в середине груди примерно, там открывается доступ, где совершенно видно, что человек состоит именно из бесконечного уровня информации. Первый уровень доступа к собственной душе. И когда вы, например, это видите, то свет вашей же души насыщает цель. Как только цель зафиксирована, она начинает как бы растворяться в вашем событийном уровне, который ближе к телу, и получается, что она решена. То есть вот решение цели – это когда вы видите в конечном итоге собственное нормальное физиологически здоровое тело. И когда вы это воспринимаете, то получается, что насыщение внешней цели состоянием души, и причем состояние направлено в первую очередь на всеобщее спасение, созидание, гармоничное развитие, это, например, вечную жизнь можно при этом четко формулировать. Вы увидите, кстати, что формулировка вечной жизни очень также сильно восстанавливает тело. И более того, нормирует события. Вот понятие, просто формулировка уже восстанавливает. И когда вы, например, начинаете смотреть вообще за тем, если вы хотите, как бы, например, вы не утомились и решили посмотреть, а как душа насыщает, вот именно как насыщается душой цель, то вы видите, что понятие утомления в этом уровне, кстати, его вообще нет. То есть вы находитесь на уровне, где постоянно существует именно такое вечное динамичное действие, и вы видите, что на этом уровне тело практически может быть таким, что оно может фактически вечно функционировать, и при этом событийная область вокруг этого тела, она как бы создает, эта событийная область, она, эта конструкция, вот именно событийная область, как бы создается за счет того, что внешний мир, он, по механике движения, вот, когда вы смотрите с этого места, он как бы смыкается. Ну, два горизонта вертикальных справа-слева сомкнулись, получилось событие. И когда вы смотрите так, то вы видите глазами Создателя. Глазами, причем так же видите, как видит единый Бог вот в вашем конкретном действии. Вот научитесь видеть, как видит единый Бог в ваших действиях, и вы увидите суть тех вещей, которые идут навстречу вам вот в этой конструкции. Как только вы видите суть вещей, вы же можете управлять. То есть достаточно послать, может быть, даже мысленный сигнал, обычный, казалось бы, да? Почему часто мышление воспринимается у человека как система, которая управляет изначально событийной конструкцией, потому что, как даже без объяснений, потому что вот взаимодействие с внешними событиями по этой системе – это есть управление. И вот когда вы уже переходите на тот уровень, где все явления равны, а для Создателя Бога единого все явления равны, на самом-то деле по сути, где Он просто по образу подобия выявил людей и на них возложил задачу вот именно понимания и совершенствования конструкции мира, то вот совершенствование, придание следующего действия, это уже в большей степени задача как самостоятельного личностного развития. Когда я говорил о том, что Бог духовно передал личности, то здесь есть понятие сознания Бога единого, сознание, которое заключено в том, что вы, во-первых, вы сознаете, то есть имейте вот здесь, особенно вот посмотрите важный момент, и как бы на будущее имейте в виду эту конструкцию, именно надо вот в такой фразе, как имейте в виду ее.
То есть именно в той области, чем вы имеете в виду, там надо иметь в виду. Значит, посмотреть, каким образом сознание ваше взаимодействует с сознанием Создателя. Вот здесь сознание ваше – это и Создателя. Вот понятие сознания, как здесь, в общем-то, вроде бы даже удивительно звучит, да? У каждого личное сознание, но чем дальше в область действия мы удаляемся, тем мы ближе стыкуемся с макроуровнем Создателя. То есть на логической фазе вот, человек ближе всего находится к задаче всеобщего спасения. И получается, что когда вы действуете через понятие сознания, именно сознание, например, личное, то сознание Создателя – это и есть ваше личное сознание. Так что чем мы сознание насытим, да, таким оно и будет, в общем-то, дальше. А изначально оно сознание Создателя. И получается, что если мы насытим, там, например, задачами вечного развития, значит, так и будем вечно развиваться. И вот здесь, вот, кстати, когда я эту конструкцию сейчас показал, я показал ее через, опять, взаимодействие с душой Создателя. То есть это взгляд через душу Создателя, единого Бога. А понятие «посмотреть через душу единого Бога» — это же, в общем-то, по сути, элементарное понятие. Все создал единый Бог, следовательно, посмотреть просто в зал, да, значит, можно посмотреть через душу единого Бога. Там, посмотреть на какой-то элемент развития, здесь же единый Бог, да, естественно. То есть это, в общем-то, несложно, но на логике. И я показал, что присутствие этого действия, да, почему Создатель сейчас дает совершенно прямые, там, вот единый Бог, показывает, что нужны прямые знания, такие, которыми обладает единый Бог, да, напрямую, в том числе, так можно сказать, потому что многие люди обладают этими знаниями в той или иной степени. Поэтому получается, что здесь для всеобщего спасения нужно достаточно близко объединяться, но оказалось, что объединение заложено в понятии сознания. Сознание, рассмотренное через взаимодействие с душой Создателя, единого Бога. Когда мы смотрим на взаимодействие с душой Создателя человека, например, да, человек создающий, то здесь вообще элементарно. Все умеют читать, писать, здесь это и так ясно. Что сознание во многих аспектах оно вообще однотипно. И более того, его можно сформулировать таким, что если там поставить задачу, там построить институты по вечной жизни. В общем-то, по-моему, проблем нет, можно вполне насытить технологиями и создавать эти технологии в рамках и как бы коллегиального сознания. То есть все зависит только от постановки задачи. И, в принципе, если рассматривать предысторию там, различных направлений, включая, там, предположим, направление революционных преобразований, то вот стоит только, как только происходит какое-то преобразование, ставить задачи, люди эти задачи просто выполняют. Поэтому, поставив задачи вечной жизни, люди просто будут их на самом деле реализовывать. Вот, это на самом деле не так все сложно в плане реализации, по сути, потому что человек способен, вообще говоря, реализовать любую систему. И поэтому, если перед ним поставить задачу вечного развития, он и будет вечно развиваться. Так что вот в плане задач именно здесь стоит просто-навсего еще и по моему уровню именно вот учения о спасении гармоничного развития, умение представить технологии, в том числе как их задачу. То есть задачу, сформулированную в плане именно коллегиального действия. То есть задача вечного развития, задача созидания, гармоничного развития, предотвращения возможной глобальной катастрофы и так далее. Понятие предотвращения возможной глобальной катастрофы носит все-таки локально несколько характер, потому что пока есть внутренние системы, ядерное, там, химическое, бактериологическое оружие, с течением времени оно будет уже не угрожать человечеству, потом компенсированы будут внешние системы, и останется только задача вечного развития, где понятие катастрофы это достаточно будет условным понятием, это в прогнозе. Поэтому мир очень развит, но когда есть управление хотя бы первичным уровнем там, космического пространства, то на самом деле там задача другая, там стоит задача именно вечного развития с точки зрения возможной реакции внешней среды. А возможно, может быть, предположим, отрицательное, положительное. И вот понятие дальше уже сводится к понятию возможности. И если следовать именно задаче Бога по вечному развитию, то возможность может быть только одна – вечный Создатель, созданное развитие. То есть возможности как таковой другой нет, вот отрицательной. Если опять остается одна возможность опять вечно развиваться, так как Бог показывает. То есть Бог приближается, получается.
То есть чем больше мы развиваемся, тем больше приближается именно вот во всем уровне единый Бог. И когда мы, например, можем делать действия по всеобщему спасению самостоятельно, почему я говорю, что это вполне может быть, потому что и это должно быть, что каждый человек, причем один человек, должен уметь спасти всех. Что это всего лишь навсего соединение более дальней задачи с тем уровнем, который вот находится здесь. Поэтому получается, что когда мы говорим о всеобщем спасении, то более динамическая среда, например, всеобщее спасение – это спасение всех, да? То есть динамика на самом деле такова, что вы должны видеть, что более динамическая среда, более разные системы, более как бы разноречивые точки зрения соединяются в едином импульсе одного там спасателя, который может спасти всех. Точно так же весь внешний мир можно рассмотреть через именно уровень всеобщего спасения. То есть любое событие можно рассмотреть через уровень, что в каждом событии есть конкретная технология по именно спасению всех. То есть вы видите, что в каждом конкретном событии вы можете выбрать то, как вообще в этом событии реализовалась система спасения. Ну, фактически уметь знать, то есть уметь учиться в каждом конкретном событии видеть именно этот элемент. Можно, в принципе, видеть и любой другой элемент, предположим, видеть, что если, например, вы делаете структуру спасения, это все-таки достаточно часто нагрузочная система, и, предположим, выдерживать систему спасения вот именно на уровне, что ли, действия, да, это часто не всегда по характеристикам, ну, можно, например, долго, да, часто это нужно делать мгновенно, чтобы не было там дополнительной нагрузки. И поэтому, если вы, например, делаете таким образом, то вот этот единый человек, например, он может вполне всех спасти, потому что там получается, что ведь создатель, создавший все сразу, он сделал это достаточно быстро, и ведь там включено и то, что сказано про следующие времена, получается, что там, в общем-то, нагрузки нет. И старайтесь работать в этом случае не нагрузочным путем. Вот сознание, там, где проявлено сознание Создателя единого Бога, там есть очень много технологий, связанных с тем, что можно действовать практически мгновенно и не нагружаясь в плане, вот, предположим, событийном, то есть в плане там, физиологическом, то есть не утомляясь и так далее. Поэтому, когда вы работаете по технологиям взаимодействия с Создателем, здесь надо работать повнимательнее с планом тем, что надо дополнительно контролировать именно как бы нагрузочную базу. И стараться, значит, понимать, что одно дело, предположим, да, действует Создатель, то есть он может действовать быстро, другое дело, вы сначала должны же научиться. А часто элемент научиться – это мгновенное действие. Чтобы научиться быстро, большому объему, часто нужно действовать практически мгновенно. Поэтому, если вы, например, поставили цель именно макроуправления, и вам нужно сделать, предположим, какое-то макроуправление, пусть локального типа, да, какой-нибудь тайфун, чтобы не разрушил здание на каком-то континенте. Заниматься всей информацией тайфуна и каждым зданием это достаточно долго, а единый такой мгновенный импульс может вполне останавливать тайфун. То есть, если вы здесь переходите к технологиям познания, то такие вот практически мгновенные единые действия, то есть как бы маленькое, казалось бы, действие, но может приводить к тому, что вы можете получать тоже мгновенное восстановление, там, предположим, мгновенное осваивание действий Создателя. То есть вот принцип мгновенности, о котором я еще и раньше говорил, он здесь полезен даже с точки зрения того, чтобы взаимодействовать, как бы успевать, да, взаимодействовать с душой Создателя, единого Бога. И тогда, кстати говоря, будет видно, что принцип мгновенности, он одновременно и передает мгновенное знание, и мгновенно вы получаете от других. То есть вот в моем учении о спасении гармоничного развития есть такая технология, как мгновенная передача знания всем и одновременно коллегиальное мгновенное действие. То есть как бы не договариваясь, делали, и все как бы само собой разумеется. Вот этот вот принцип, он также вневременной, потому что понятие мгновения часто оно вне времени находится, и поэтому, когда вы будете практиковать по тем технологиям, которые я сегодня рассмотрел,
и с которыми мы поработали сегодня совместно, постарайтесь принцип вот этой мгновенности использовать, чтобы не было какой-то утомляющей системы, и по возможности выйдете на тот уровень, где я сказал, что утомления в принципе вообще нет, если работать с того уровня, о котором я сказал вот в сегодняшнем семинаре. То есть можно на это просто выйти и проработать, фактически при этом не испытывая какого-то утомления, хотя при этой технологии можно двигать достаточно большие задачи, и, вообще говоря, можно приходить к тому, чтобы частные катастрофы и даже мелкие негативные элементы не реализовывались. И постараться работать более коллегиально, то есть больше ставить на задачу в коллективное управление, когда вы будете видеть взаимодействие между собой, предположим, как вообще создатель ставит задачу взаимодействия друг с другом и так далее. Так что сегодняшний семинар, он технологически в большей степени ориентирован на то, чтобы именно по возможности сделать управление более коллегиальным, более синхронным, потому что так как все видят, как работает создатель, то и действие более одновременное происходит, или вообще одновременное. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.